А почему она не крутится? Клинит газ. Всем привет! Это у нас обзор на самую дешевую китайскую бензопилу. Данная бензопила была приобретена за $38. И то это с учетом всех там скидок. На самом деле она стоит в районе $70. Ну и собственно давайте посмотрим, что мы получаем за такую низкую цену. Так, достаем. Так. Вот такая вот комплектация. Чехол и шина. Шина у нас на 16 дюймов, 40 сантиметров, паз 1,5, шаг 325. 64 звена цепь идет. Так. Мерная емкость, в которой разбавляют топливную смесь. Это, в принципе, норма для китайского инструмента. Почти в каждой бензопиле идет вот такая вот емкость. Дальше инструкция. Инструкция на русском языке. Ну, тут, в принципе, все стандартно. Качество полиграфии ужасное. Бумага ужасная. Принт некачественный. Ну, в принципе, основные моменты почитать, понять можно. Вот такой вот набор. Тут у нас имеется даже какой-то напильник. Вот такой вот. Даже смазан маслом. Затем идет отвертка, чтобы регулировать карбюратор. А регулировать его нужно будет, потому что это китайская пила. Так. Шестигранник. Свечной ключ. Вот такой вот маленький. Ну, вроде бы металл толстый. Насколько он качественный, пока сказать не могу. Еще один шестигранник поменьше. Вот такой вот зубчатый упор. Ну и, собственно, два болта, чтобы прикрепить этот упор к бензопиле. Дальше у нас идет бензопила в таком вот пакете. Вот так вот она выглядит. Ну и дальше идет неизвестной фирмы цепь. Ну и, собственно, все. Так, убираем это в сторону. Ну а теперь давайте посмотрим поближе на саму бензопилу. Расскажу ее характеристики, посмотрим, как, собственно, она сделана. Значит, эта бензопила у нас объемом 45 кубиков. Имеет она плавный пуск. Дальше у нас имеется даже праймер. Можно подкачать и завести. Здесь у нас кнопка включения-выключения. То есть получше будет, чем такой железный выключатель. Пробки обычные, но в принципе можно вставить отвертку и открутить, если вдруг чего. То же самое и с масляным. Вот такой вот глушитель на два отверстия. Ну и, собственно, вот характеристики и обычная крышка. Так, давайте посмотрим поближе, что здесь у нас. Натяжитель у нас с этой стороны, что также довольно-таки неплохо. Потому что бывает с торца здесь неудобно подтягивать цепь. Гайки обычные, но такие высокие. Так, крышка. Резинка хлипенькая.
Естественно, она когда-нибудь выпадет и порвется. Тормоз также у нас какой-то хлипенький. Ну, вроде пока работает. Опять же, насколько его хватит, непонятно. Так, здесь у нас по самой пиле все, в принципе, стандартно. Вот такая вот звездочка. Кстати, а почему она не крутится? Вот вам, собственно, и китайское качество. Новая пила, а уже начинаются проблемы. Значит, у нас сама корзина полностью соединена с муфтой сцепления. То есть у нас она должна соединяться только при наборе оборотов. То есть муфта расходится и соединяет корзину. Но здесь у нас она уже соединена. Непонятно, правда, как. То есть крутится все вместе. Я думаю, это видно. Кулачки у нас почему-то разжаты. Ладно, будем разбирать, смотреть. Так, здесь все. Идем дальше. Данный барашек в своем месте не держится. То есть рассверлено отверстие больше, чем должно. Ну да ладно, это все мелочь. Воздушный фильтр здесь у нас, естественно, самый дешевый, самый простой. Фильтрация воздуха слабая. Мелкая пыльца все равно попадает как в карбюратор, ну и в дальнейшем уже в поршневую. В дальнейшем, естественно, у нас забитый карбюратор, либо же ускоренный износ поршневой группы. Так. А что? Вот еще одна проблема новой пилы. У нас клинит газ. А почему? Я думаю, видно, у нас сама тяга как-то неправильно изогнута. И она в каком-то положении у нас клинит. Да. В общем-то, ладно, нужно будет в дальнейшем разобрать ручку и это все дело исправить. Так, свеча. Колпачок такой дешевенький, хлипенький. Свеча у нас самая дешевая, естественно. Вот такая вот. Ну, вроде как пилу заводили. Да, бензином пахнет. Так, собираем все обратно. Разбавим немного топливной смеси. Так. Заливаю пропорции 1 к 50, так же как и на бензопилы штиль. Буду использовать такую пропорцию. В дальнейшем сниму видео, разберу пилу. После определенной наработки посмотрим, в каком состоянии поршневая.
Заодно отвечу на вопрос, можно ли использовать данную пропорцию в китайских бензопилах. Так, подкачиваем топливо. Вытягиваем подсос. Включаем и запускаем. С 4-го раза. Завышенный холостой. Сейчас исправлю и продолжим. Так, холостой настроил. Заводим, проверяем. В следующем видео мы будем сравнивать, как эта пила, собственно, пилит в сравнении со 180 штилем, с 261. Все-таки здесь у нас 45 кубов. И посмотрим, пилит ли она на 45 кубов, либо же на 30. Вот, ну а у меня на этом все. Всем пока.